Последний вопрос? Это не последний Важно, вопрос. или что? Мы вчера в сауне с вами начали за сауну, за массаж, как целительство. Вы сказали, что мы сегодня продолжим поконкретнее. Это большая тема массажа. Ну, я бы сейчас мог максимум начать, потом закончить. Это очень большая тема. Мы с этим сталкивались. У нас был человек, который работал в этой области и был специалистом даже, скажем так, ну, несколько высокого уровня, более тонкого. И он попадал в классические проблемы, поскольку не знал сути. Просто чтобы это рассказать, нужно приличное времени. Можно дать какой-то короткий вещь, но я бы эту тему раскрыл бы широко. Потому что у нас был практический опыт, когда приходил человек, работающий в этой области, не понимающий сути этой своей работы и ответственности за эту работу. То есть есть внешнее проявление работы, внешняя форма, и есть суть, то есть то, как эта работа должна быть и что она должна, как она должна выполняться. То есть даже если человек более тонко знает эти вещи, но не понимает сути, то он может очень серьезно страдать. Если человек это добрый, если человек это душевный, если он людям относится искренне, то есть он может это держать, быть на этой работе какое-то время. Если у него есть проблемы, то его работа – это медленное самоубийство в данной области. Я все-таки бы в формате сегодняшней уже лекции про это не говорил. Это длинная тема, я бы все-таки подробно его раскрыл бы. Я думаю, что есть много людей, которые работают в этой области, им было бы интересно услышать. Я сталкивался, у меня самого, например, хобби было работать в области массажа. То есть у меня есть определенные склонности. Я многие с чем сторонился лично. И буквально несколько лет назад позволил себе ошибку. То есть пошел на поводу у одного человека и получил конкретный, в общем-то, ответ по данному вопросу. То есть то, про что я многим людям говорил, лично на мне отразилось. Это было не критично, но было четкое показатель того, что вот я говорил, оно так и есть. Это была еще мягкая форма. А когда это бывает тяжелая форма, это бывает неизлечимые заболевания. Про это писалось и у Лазарева, когда к нему приходил человек, который сам был целителем, и он пришел к Лазареву, человеку по диагностике кармы, чтобы решить эти вопросы, потому что, будучи хорошим вроде бы как целителем, он сталкивался с вопросом для него принципиально неразрешимым. Я предлагаю поговорить на эту тему в следующий раз. Это большая просто тема. Я думаю, что для этой темы нужно быть отдохнувшим, чтобы вы готовы были это все воспринимать. И мы будем больше отдохнувшим и на более позитивной энергии это расскажем, потому что это во многом грустная тема. Я предлагаю сегодня... В следующий раз это завтра или послезавтра, или на следующий семинар? Завтра у нас встреча, но я предлагаю все-таки отвечать, Григорию хочу предложить, отвечать на вопросы в рамках какого-то определенного количества времени, потому что полную тему можно раскрыть. Допустим, если вы были участником наших проектов, вам было уделено столько времени, сколько вам нужно для полного понимания ситуации, потому что, возможно, всем сидящим в этом зале неинтересна тема массажа. Можно затронуть ее там 5-10 минут, дать общие канву, чтобы вы поняли, какая хотя бы структура системы, потому что здесь каждый человек, мне хотелось бы, чтобы успел задать свой вопрос. Я просто хочу сказать, что это как минимум на полчаса объяснять, чтобы это разложить все по полочкам, потому что это очень большая тема. То есть получится у нас как-то это сделать? Нет, хотя бы мне защита. И как о том, что потому что я вам скажу сейчас в двух словах, раз уж это вам очень интересно. Это большая тема, что массаж – это внешняя форма. Массажист на самом деле входит в полевую структуру человека, соответственно, и он оказывает воздействие своим полем, б, собирает с него грязь. Вот. Человек должен понимать, любой целитель, в какой степени он может целить, а массаж это тоже целительство, то есть я как специалист в данной области в известной степени, я скажу, что массаж это тоже целительство. Любой целитель должен понимать принципы целительства, кого можно целить, кого нельзя, в каких пределах, понимать суть заболевания, суть проблемы. Зачастую внешнее проявление, например, усталости, может быть не вопрос массажиста, а вопрос психоаналитика. И человек пытается решить свои вопросы не как положено, разобравшись в себе, а через массаж. Массажист может набирать пациента огромное количество грязи, в том числе какие-то кармические вещи цеплять, а потом это перебрасывать на своих близких, на своих друзей. То есть и умение чиститься в массаже зачастую даже не умеют люди, хорошо владеющие, например, цигун. Не мастера, может быть, но хорошо владеющие цигун. У нас была клиентка, даже была на проекте какое-то время, которая сама занималась лечением людей.
То есть она использовала энергию, там, увидела органы, и она сама заболела, работая с одним из таких клиентов, и ничего не могла сделать. Она приехала к своему учителю, такому вот крутому учителю, где-то там на Тайване, чтобы он хотя бы ее саму вылечил. Он не смог ее вылечить и заболел сам, точно тем же, чем она. Он так сказал, после чего он сказал: извини, я тебе помочь не могу, это не мой уровень. Ну, человек, все-таки он был учителем, честно ей сказал. Потом ему удалось эту проблему снять с себя. Ну, с себя-то он снял, а уже ей помочь не мог, потому что он, видимо, в душе как-то что-то, у него был какой-то потенциал, чтобы на уровне себя справиться. То есть человек, работающий на уровне массажа, входит в полевую структуру человека. Может быть, не как маг, не как энергетик. То есть, но все равно серьезно входит и собирает огромное количество грязи. Во-вторых, нужно понимать, с кому можно делать массаж, а кому нельзя. К вам приходит наркоман, я немножко утрирую. Наркоман, пьяница, извращенец, маньяк-киллер и просит массажа. Он устал от того, что он замочил 20 человек, у него пальчик устал, и у него рука не дергается, и вы ему массаж будете делать. А завтра он пойдет добивать остальных. Понимаете? То есть и целитель должен знать, что он делает, почему это с человеком, можно ему помогать, нельзя. Даже если не брать этот такой тяжелый случай, вы должны понимать, что массаж это не только надавливание на мышцы, на сосуды, там, энергетику, это сбор еще с человека, все, что в нем висит, грязи. Ее приличной, надо уметь ее чиститься, потому что вы на себе это не почистили, на вас это остается, на вашей полевой структуре. Вы себя просто медленно загрязняете, убиваете. Если вы цигунист умеете чиститься, хорошо. Если вы не до конца чистите, вы перебрасываете на другого человека. Предположим, первый пришел вам клиент грязный, ну вы его почистили, взяли на себя, а потом пришел следующий почище, вы на него еще сбросите, да? То есть получается, вы еще некорректно работаете, за это будете нести ответственность и кармическую, соответственно, и там, личностную ответственность, там какую-то еще, предположим. И вы можете на семью свою сбросить, на своих детей. То есть ваши дети нормально живут, развиваются. В чем они виноваты? В том, что к папе пришли больные люди. А в той или иной степени вы сбросите. А у вас есть еще интимные отношения с вашей супругой. Кстати говоря, через интимные отношения вы еще, во время интимных отношений полевая защита уменьшается, и влияние друг на друга оно увеличивается в разы. Вы еще через это и туда сбросите. То есть вы еще травмируете близкого человека. Это большой вопрос. Но вот это вот то, что на поверхности. То есть у нас был личный конкретный опыт, что бывает такое, что у человека не рука, например, там отнимается или что-то еще, у него ногу ломает. То есть когда проблем накапливается много, они могут ударить по событийности, по судьбе человека. То есть, ну, рука не будет болеть там, или печень, а у него там попадет в аварию, например. Ну, да, был такой случай, что вот он думает, что это просто так случайно произошло. Что вдруг ехала машина, она вдруг ехала по проезжей части, вдруг ни с того ни с сего свернула на тротуар и вдруг сбила человека. То есть нормальный, здоровый человек, не будучи пьяный, вдруг так поступил. Он думает, что это нормальная ситуация. То есть, но он смотрит на это, как бы, ну, хотя он владел, например, техникой цигуна, но он смотрит на это все-таки как обыватель. Вот ситуация была, когда вот эта грязь, с кого-то набранная, она перешла на тело судьбы. Ну, это явный случай. Вот это большая тема. То есть я вам недавно давал технику, как можно самым простым способом это решать. Ну, вот самая простая схема. Вот самая-самая простая. Конечно, тут тоже надо набираться мастерство, тут нужно научиться вот этому качеству. Вот самая простая схема этого избегать. Я понимаю, что вот есть сейчас на территории, предположим, России там 100 тысяч массажистов, и они не могут просто взять и бросить эту работу. Взять и просто бросить его, не делать. То есть и есть какие-то простые схемы этого избегания. Но все равно, если вы хотите быть хорошим массажистом, надо выходить просто с уровня физики, просто с уровня массирования мышц. Надо понимать причину, кем бы должен быть по большому счету массажист и как он по большому счету должен быть работать. Конечно, массаж – это только часть от целительства, и даже сам массаж, он должен выходить просто за пределы механистической схемы. То есть должна быть, как бы, так сказать, духовная составляющая. Духовная составляющая должна быть у человека видение, понимание законов, потому что не бывает никакой работы, при которой близко соприкасаются два человека, и
они не влияют друг на друга, оказывая, скажем, не только хорошее, но и отрицательное воздействие. Когда идет глубокий резонанс между людьми, это вопросы очень даже требуют глубокого осмысления и четкого понимания, что можно делать, как, когда, в каких пределах, и когда это делать можно, а когда просто это делать нельзя. Вот мы сейчас кратко поговорили на эту тему. То есть, его можно было широко раскрыть, детально рассказать. Я могу рассказать про чакры, что с ними происходит. Событийная ситуация бывает тогда, когда вы, поработав на профессии, предположим, массажиста, делаете себя калекой. И смысл в этой профессии тогда. Вот если вы не знаете этих вещей, то может быть очень большая проблема, когда можно просто, например, лишить себя, вплоть до того, что лишить себя потомства, либо сделать ваших детей калеками. То есть вполне реальная ситуация. То есть я знал человека, который просто от того, что делал, что ему не положено, стал импотентом. Вот реальный случай. Там еще жена ему помогла, у которой тоже были проблемы. Человек полез в ту область, которую он не знал, как в ней работать. Был специалист в области даже энергетики, маг. Но вот этого среза причинного не видел, не хотел видеть. Стал импотентом. Я понимаю, что это не самое страшное, кто-то умирает, у кого-то дети погибают, у кого-то дети становятся несчастными. То есть вы можете цеплять не только даже биополевую грязь, не только там каких-то бактерий, но вы даже можете в принципе подцепить и по судьбе какие-то кармические проблемы. Это тоже на полевом уровне кое-что передает. Вы лечите человека, которого нельзя лечить, а массаж это отчасти лечения. Вы можете получить даже проблемы по судьбе. Особенности, когда на человеке висит очень много. А обычный массажист эти вещи не рассматривает. Пришел и пришел. Там позвоночник, там у него мышцы, да. А что там на самом деле, что в целом, человек это большая система, в нем очень много чего есть. Вот это мышцы, сосуды и кожа, это самая-самая поверхность айсберга. Я бы ограничился на этим ответом. То есть рекомендуется изучить полностью строение человека, физическое, тонкое, свое, стать магом настоящим и затем заниматься массажем. Но я гарантирую, что когда вы станете магом, вряд ли вы будете заниматься либо массажем. найти совершенную технологию, которая компенсирует эти вещи. Как я вам дал первую схему, тему высветления. То есть если вы, конечно, профессионально, глубоко этой схемой владеете, то он, в принципе, будет решать эти вопросы. Понимаете, вот этим высветлением нужно работать очень мастерски, потому что при соприкасании близко с человеком на вас потечет вся эта гадость, которая на нем есть. Особенно, если человек старый, больной, и хорошо потечет. То есть у вас должно быть очень много этого света. А это умение, как, например, в рейке. Есть лечебный канал. То есть, чтобы человека вылечить, вы должны высветлять его душу, чтобы ваша энергия была такого качества. Тогда соприкосновение вместе с массажем, это будет, в общем, можно сказать, вещь полноценная, но это уже большая вещь, чем просто массаж. В принципе, это выход. Так если по-простому идти. Это упрощенная схема, хотя она не простая, но она помогает. А вообще, это большая область. И можно очень много интересного на эту тему рассказать. Это большая область. Массажист, если так уж говорить по большому счету, это и психолог, это и сновидящий, это биоэнерготерапевт, это и человек, хорошо знающий физиологию, это человек, у которого биополевая структура предрасположена для этой работы. Не каждый еще может как полевое существо заниматься. У вас должна быть энергетика такая, что вы могли это делать. Есть люди, которым просто этим нельзя заниматься. У него такая структура, что его полевой структуры хватает максимум на личную жизнь. А человек, занимающий массажем, это человек, у которого избыток энергии. Если вы хотите, например, возить у себя в багажнике кого-то еще, у вас должна быть дополнительная сила. А если у вас ее нет, то вы рискуете, то вы становитесь каскадером. То есть профессия каскадера, она предусматривает возможную преждевременную гибель, и в этой гибели может просто не быть смысла. То есть разумная эта профессия, она все-таки более глубокая. Я хотел бы остановиться, потому что действительно все мне сейчас рассказать будет сложно. Это может быть такие самые основные внешние вещи. Это очень большая тема. Практически, может быть, про каждую профессию можно было рассказать так, но профессия массажиста – это жесткое внедрение в человека. Может быть, у психоаналитика это в каком-то смысле еще глубже, но вот у массажиста глубокое. Я остановлюсь в своем ответе на этом. Может быть, в более широком формате мы ответим позже
при другой возможности.